На самом деле видов памяти очень много. Автобиографическая, процедурная, эксплицитная память. Есть особые люди, которые считают очень быстро в уме. Им обязательно нужно представлять эти цифры в своем воображении. А есть люди, которые говорят, наоборот, не нужно мне ничего писать, произноси мне пример, и я его решу. Но вот это я не могу вообще никак в себе выработать, потому что эти даты, эти названия королей, там 5, 10, 28, они у меня просто все в памяти там перепутываются, и я вообще не могу это запомнить. Прямая дорога к деменции. Какая разница между деменцией и Альцгеймером? Ну вот есть как раз метод, тоже, тот, который использует мнемонист, мы можем прямо сейчас его попробовать. Легче ли так запомнить? Да. Вспомнить? Да. Нужно брать естественные законы мозга и использовать, потому что тут прям вот понятно, как это все работает. IQ у нас не меняется на протяжении жизни. Ну, не буду я здесь соглашаться с учеными, я буду дальше Надеяться, повышать свой IQ. Пожалуйста, ученые, извините. В сегодняшнем выпуске «Элементалики» с Таней Азаровой мы поговорим о том, как развивать свою память, почему старится мозг, как на практике сделать так, чтобы помнить все, что нужно, а то, что не нужно, вообще нужно ли помнить. Еще сегодня будут даны практические упражнения по развитию памяти, и это будет подкреплено научной базой и большим опытом исследовательской деятельности моей гости. Рада представить вам Диану Билан, кандидат филологических наук, нейролингвист, переводчик, исследователь способностей памяти и развития когнитивных функций мозга. Здравствуйте, Диана. Здравствуйте, Татьяна. Я тут готовилась к нашему разговору и вспомнила, что пару лет назад читала книгу такую, не помню сейчас, как она называется, но я потом укажу. То есть там про человека, который обладает феноменальной памятью и помнит вообще все. То есть он ничего не умеет забывать. Такие люди, я уже там изучила, называются мнемонисты. Любой текст, любую деталь, любое вообще событие, которое происходит, он помнит досконально. И для этого человека это было не какое-то, наверное, такое радостное и приятное качество, да, суперспособность, а то, что даже вызывало очень большие неудобства и становилось каким-то даже, как он называл, проклятием. Вот. И сегодня я хочу спросить вас сразу же, почему многие люди разного возраста считают, что у них плохая память? И что вообще такое хорошая память? Какие критерии у памяти и какая память должна быть нормальной и здоровой? Ну, я, во-первых, скажу по поводу мнемониста. Да, мне это очень интересно. Я что-то очень сомневаюсь, что он просто так за раз мог запомнить все. Дело в том, что это определенные люди, которые обладают определенными техниками. И они их используют в тот момент, когда им необходимо что-то запомнить. Например, они запоминают лица и имена. Или они запоминают какие-то иностранные слова совершенно из разных языков. И я с такими людьми общалась, я у таких людей училась, и это невероятно потрясающий опыт, потому что то, что они делают, это вот тот самый вау-эффект, когда ты понимаешь, что нормальный человек это сделать не может. Но если мы говорим про исследования, то проводились исследования на таких людях, и на самом деле с точки зрения физиологии у них такой же мозг, как и у любого другого человека, такого же, как и мы с вами. Но что отличало тех людей от, например, обычных людей, это то, что у них очень развита нейронная сеть. То есть если посмотреть на снимки МРТ, мы увидим, что действительно, во-первых, связь гиппокампа с перфоральной корой головного мозга, она очень плотная. И вот это вот прямо, если посмотреть на картинку, то связи, они прям вот очень такие, знаете, как нейронная сеть, как у нас в свете интернета, да, вот она прям очень плотная, в отличие от обычных людей. Поэтому они умеют при помощи определенных техник, и это и есть хорошая память, когда мы берем какое-то впечатление, а любая информация, которая поступает у нас извне, это по сути впечатление, потому что мы получаем все из органов чувств. Они отправляют ее сразу в долговременную память, минув кратковременную память, что мы, обычные, например, люди, не используем. То есть мы используем кратковременную память, поэтому мы очень часто и забываем то, что мы, например, недавно освоили. Но если, например, сравнить нас, взрослых, и детей, то кратковременная память у детей, ввиду того, что они постоянно находятся в процессе обучения, она гораздо лучше.
А вот у взрослых все-таки долговременная память, если они обладают определенными техниками, методиками, вот она гораздо лучше, потому что взрослые запоминают при помощи ассоциаций, то есть богатого опыта, они связывают какие-то новые знания, новые впечатления с тем, что уже есть. И вот эта вот возможность, эта способность и есть хорошая память. Я сейчас прям вспомнила, как моя дочка маленькая, когда могла прочитать, я даже ей вслух просто читала какую-то книгу такую, не знаю, там сложную сказку или что-то, или стихотворение вообще там был по-моему, Корней Чуковский, да, там вот прям длинные стихи. Она после одного раза, то есть ей просто прочитаешь один раз, она запоминала все полностью. То есть она потом ходила и это спокойно рассказывала, пересказывала вообще четко. В каком возрасте? Но это был где-то, наверное, лет 5, 4-5 лет. Сейчас такого, конечно же, вообще уже нет. То есть ей сейчас 17, вот, и вот такой способности уже абсолютно нет, хотя человек развивается тоже все время. Но дело в том, что природа-то действительно умная, поэтому она помогает маленьким детям осваивать. Ведь они рождаются и практически с нулевым неокортексом, нулевыми знаниями, поэтому все, что происходит в их жизни, им нужно очень быстро осваивать. А поскольку вообще гиппокамп, он развивается достаточно долго, и в 5 лет он точно еще не готов к тому, чтобы осваивать большие пласты информации и отправлять. Это же долговременная память, по сути. Это такой проходной пункт, контролер, скажем так, в нашем мозге, который отправляет из кратковременной в долговременную память. Так вот, он еще особо не развит. И есть такая особенность, которую придумала природа тогда, как же компенсировать, да, как помочь ребенку вот это все быстро запоминать. Есть такая миелиновая оболочка, которая помогает как раз вот этим связям нейронным удерживать информацию и вообще удерживать связи. То есть как бы ученые считают, что память находится вообще во всем головном мозге и концентрирована вот в этих связях, то есть насколько они плотные. А поскольку ребенок еще не может их удерживать, то помогает вот эта миелиновая оболочка. И плюс дети, конечно, они еще те выдумщики, поэтому любая сказка, которая прочитана мамами, там, воспитателями, она превращается в огромную историю. Мы помним, как они там играют с игрушками, у них там драконы летают. То есть они просто возьмут любой предмет, для них это уже какой-то дракон там, или, не знаю, принцесса. Поэтому все, когда все вот это оживает в воображении, вот тогда оно очень здорово запоминается. Да, сразу навеяли воспоминания. И тогда что означает развивать нейронные связи? Это все таки больше про тренировку памяти или про обучение чему-то новому? То есть как это вообще практически происходит? Пока человек обучается, развиваются нейронные связи. И вообще взрослые люди считают, что уже поздно учиться. Вот мне очень часто говорят: поздно уже учить. Куда мне учить английский? Мне уже поздно, мне уже как бы куда? У меня мозг уже так не работает. На самом деле это не так. Мозг развивается, пока человек обучается. Обучаться можно чему угодно. Можно просто тренировать мозг при помощи каких-то арифметических заданий, причем несложных. Рюто Кавашима — это один из японских ученых, доктор медицинских наук, кстати говоря. Так вот, он выявил свою систему, которая говорит о том, что если каждый день буквально по 5 минут делать определенные простые математические вычисления, то можно процентов на 12 поднять емкость своей памяти и уменьшить, соответственно, ну, как бы он говорит, омолаживать свой мозг. Не уверена, что это прям омолаживать, но во всяком случае держать в тонусе, да. То есть какие-то арифметические задания, изучение иностранных языков. Для меня это вообще кладезь на самом деле. То есть представить, насколько напрягается мозг, напрягается в хорошем смысле. То есть мы должны и найти созвучие какого-то слова, мы должны запомнить грамматику, потом это все соединить, еще это сказать, потом это услышать и понять. Потом мы изучаем географию, не знаю, культуру, все что угодно, музыку на языке. Но это просто безумный такой ресурс для новых знаний. Мы можем изучать какой-то музыкальный инструмент, прям играть на музыкальном инструменте, это очень полезно. То есть любое соприкосновение с новыми знаниями — это равняется созданию такой когнитивной подушки для самого себя, скажем так. Ну, то есть, это получается все равно нужно искать постоянно что-то новое, чтобы, ну, как бы не ну, вот у меня музыкальное образование, то есть мне 11 там лет я провела в музыкальном
вообще таком направлении, Мгм. в атмосфере. И получается, что мне нужно, да, чтобы развивать мозг, уже от музыки куда-то там отходить, и вообще что-то там совершенно мне, ну, вот математику я там не очень и любила, и люблю. Значит, надо Вот, попробовать. да, то есть, значит, нужно что-то мне вот такое совершенно там не свойственное, Да, правильно? да. Только тогда. А если я делаю что-то, что мне очень нравится, но что-то такое вот там в музыкальном, да, я там что-то хочу новое изучать, он уже меньше, да, мозг, получается, развивается? Или как это работает? Но вообще, мозг нужно удивлять. Вот как вы его будете удивлять, это уже, как бы ваш вопрос. Имеется в виду, что, конечно, мы не будем делать то, что нам совершенно не нравится. Но с другой стороны, если, например, я делаю такое умозаключение из того, что я изучала достаточно долго. Если, например, нас в детстве приучали к музыке, я тоже 11 лет заканчивала вместо 7, как все, я играла на фортепиано 11 лет, даже пыталась поступить в консерваторию. Вот. Но а, вот мой пример, например, я техничный этот самый пианист была. Вот. И когда меня привели, есть такой джазовый композитор, ну, неважно, в общем, он занимался импровизацией. И вот когда я сменила фокус от технической игры на импровизацию, я поняла, что я здесь ноль. То есть, если я играла Рахманинова, я играла в трех частях лунную сонату, понимаете, да, как Да, пианист, у что нас это у такое? нас, похоже, потому что вот, например, я как бы вообще не понимала, как можно импровизировать. То есть что-то выучить, сыграть сложное произведение, там, сдать экзамен, Да. это вообще просто легко было. Там до сих пор я могу сесть, и мои руки сыграют, хотя я там 10 лет могу не садиться за инструмент. Просто сами сыграют, не открывая нот. Но чтобы вот сесть и что-то симпровизировать, то есть это для меня было просто вот что-то. Я смотрела на этих людей, как на каких-то там небожителей, как они это делают. Да, да, вот я то же самое. Я сидела рядом с ним, и вот он говорит: "Ну как ты не можешь? Ну вот смотри, буинь". Я понимаю, что, ну, я так не могу. И вот это, наверное, та точка роста, куда можно было бы пойти, если, например, нам нравится музыка. И категорически мы не хотим, например, заниматься какими-то арифметическими вычислениями. Но хочу сказать, что на самом деле математика тоже очень полезна. Это не значит, что мы должны делать какие-то геометрические, вот я даже выговорить их не могу, уравнения, да. А, Наоборот, простые вычисления в уме, они помогают держать в тонусе мозг. Для этого не нужно что-то сверхъестественное делать. Можно читать вслух. Это тоже очень помогает. Буквально 5 минут прочтения вслух отлично тренирует, во-первых, артикуляцию, во-вторых, память. Можно делать вот эти упражнения, которые школьники очень не любят, вставлять буквы в слова. Ну, когда мы пишем слово, и у нас определенно есть там пропуск, да, ну, Поле чудес. словарные Мгм. слова, там поле чудес, да. То есть мы напрягаем себя в этом направлении. Еще я очень слышала очень интересное мнение, кстати, тоже Кавашима, он сказал, что еще полезно готовить. О, Да, и если вы не готовите, то можно попробовать этим тоже заняться. Оказывается, тоже очень хорошо тренирует мозг. то есть это про счет рецепта или что? Что именно? То есть Да, вот это все, определенная да. последовательность, Мгм. количество. Вот у меня папа, например, кандидат физико-математических наук, в какой-то момент он не готовил никогда. То есть я, когда уезжала в какие-то поездки, я ему готовила 5-литровую кастрюлю супа. Оставляла, котлет жарила, значит, все это в холодильник. В какой-то момент он понял, что что-то я задерживаюсь в поездках, пора бы ему освоить кулинарию. Так вот он до сих пор открывает, значит, у него справочник, и он вымеряет на весах. Если написано 13 граммов, вот он ровно 13 граммов отмерит масла или какого-то там риса, 300 там грамм. То есть он четко, я говорю, что-то какой-то вкус не особый. Он говорит, ну как там было написано, так и я все и сделал. Существует такая теория, что, ну вот я читала такую книгу, называется "Гении и аутсайдеры". Не помню автора, но я тут добавляю все сноски, все, что мы упоминаем, всех, авторов. И, там была такая теория, гипотеза, что всему можно научиться. То есть вот вообще всему. Можно стать хорошим спортсменом, можно стать, музыкантом, творчество освоить. Главное, чтобы этому посвятить, там минимум 10 000 часов. То есть
Как вообще наука сейчас вот к таким теориям относится? Или все таки должен быть какой-то талант изначальный, или генетическая какая-то предрасположенность? Или все таки вот все, кто захотели, могут, стать вот такими? В принципе, да. Последнее. Все, кто захотели, станут. Вопрос только, ну, если, например, говорить про иностранные языки, я даже читала исследования. В Эдинбургском университете проводились исследования порядка 70 лет с теми людьми, которые, например, в детстве изучали иностранный язык, с теми, кто начали изучать его в 30 лет и даже в пожилом возрасте. Они все показали очень высокие, во-первых, результаты в когнитивных тестах. Во-вторых, они освоили язык. Конечно, мы не ожидаем, что человек в 30 лет, начавший изучать или в пенсионном возрасте, он будет переводчиком. Отнюдь нет. Но довести до хорошего уровня, если есть желание, если есть мотивация и если есть ну, вот эта выносливость, потому что языки — это, в общем, не короткий путь, да, это определенные вложения временные. Поэтому если у человека есть настойчивость, и он вкладывает определенное количество времени в то дело, которое он хочет освоить, абсолютно да. Еще вам приведу пример собственного брата. Он, не могу сказать в каком возрасте, но это точно было где-то лет, мне кажется, 27-30, вдруг захотел играть на фортепиано. И он его освоил с нуля. И он играл. Он не виртуоз, он не какой-то, он не гастролирующий там какой-то музыкант. Нет, он просто захотел научиться играть для себя. И он научился, и он достаточно неплохо играл. Интересно, потому что я тоже, когда вот еще, в музыкальной сфере была, то есть у меня была ученица, ей было, ну, уже так, лет предостаточно, и у нее было просто огромное желание научиться. Наверное, мне кажется, более старательного вообще Ученика. человека, который так старался там, причем там не было уже какой-то там гибкости, пластичности, да, но человек настолько старался и настолько приносил ему удовольствие, вот, любая какая-то маленькая даже победа, что прям приятно было это смотреть. Да. Тогда еще хочу узнать, уже как у профессионала у вас, сейчас такие исследования, как бы, которые шагнули куда-то вперед далеко. Раньше считалось, что правое и левое полушарие отвечают там за какие-то отдельные способности человека. Там левое — это математика, какая-то логика, правое — это творчество, какая-то гуманитарная вся эта история. Как на самом деле все это работает сейчас? Потому что уже многие исследователи говорят, что совершенно все уже к этому нельзя привязываться. Уже какая-то нейропластичность есть. Ну, на самом деле, это где-то в районе 1960-х годов появилось некое исследование ученого. Действительно, оно было. Насколько я помню, там было исследование, которое касалось людей со сложными стадиями эпилепсии. И иссякался промежуток, по-моему, мозолистое тело. Да, то есть две половинки, они как бы были сепарированы. И тогда сказали, что вот, скорее всего, есть такое предположение, да, что некоторые люди, левая, вернее, часть головного мозга, она отвечает за речь, правая за пространственную ориентацию, за интонацию. Новость была подхвачена, и вдруг сделали заключение: ага, если левая за речь, значит это логики. Если правая за там пространственно, там какие-то там интонации и так далее, значит это творческие люди. И просто это превратилось в такое, ну, поп-направление, что ли, умозаключение, что есть такие люди. На самом деле такого не может быть. Если мы возьмем даже, ну, опять-таки, ту же игру на фортепиано, она близка мне и вам, то представьте, как можно запомнить что-то, не используя, например, префронтальную кору головного мозга, где у нас, собственно, происходят вот эти логические связи. Ну, то есть музыка — это определенная работа, да. Если мы пишем музыку, мы все равно планируем это музыкальное произведение. В любом случае задействована вся кора головного мозга, хотим мы этого или нет. Просто где-то в каких-то задачах что-то задействуется чуть больше, чем в других. Это да. Но и для математиков я знаю, что люди, которые, например, считают, и также есть особые люди, которые считают очень быстро в уме, им обязательно нужно представлять эти цифры в своем воображении. То есть мы что делаем? Мы задействуем, собственно, визуальные центры.
Есть люди, которые говорят, наоборот, не нужно мне ничего писать, произноси мне пример, и я его решу. Это совершенно другая история. То есть тут у нас уже височные доли работают. То есть мы не можем однозначно сделать такие выводы, и их никогда ученые не делали, что есть левополушарные, правополушарные люди. Ну, кто-то там какие-то писал диссертации на этот счет, но это все равно, да, в любом случае это какие-то теории и гипотезы. И тогда я вернусь к вот этой разности людей, разности мышления. Мы с дочкой любим ходить на квизы. То есть там, где идет такая командная работа, Мгм. какие-то вопросы интеллектуальные из разных направлений, там музыкальные, интеллектуальные, какие угодно, логические. А, И команда состоит там из разных людей. Мгм. И получается, что уже вот на опыте, да, понимаешь, что сила команды, она состоит именно в том, что каждый человек что-то помнит свое, как-то по-своему может эти задания интерпретировать. Один вообще там не умеет и не может имена вспоминать, там имена, фамилии, да, Мгм. другой лица не так определяет. То есть и получается, что здесь где-то там на логику, да, где-то просто на память что-то вспомнить. И получается, что настолько разные способности памяти у людей. И есть ли такой момент, что они вот у кого-то работают вообще все? Либо все равно как-то вот каждый все равно по-своему будет помнить, и невозможно будет тому, кто не умеет запоминать фамилии там, и имена, либо просто лица, как-то натренировать это. Как это вообще работает? Если мы хотим что-то научиться запоминать, это можно научиться, в общем-то, достаточно быстро. Есть, говорю, техники. Их можно освоить, и для этого не нужно 10 тысяч часов, кстати говоря, хотела сказать, упустила. Достаточно там 1000 часов позаниматься, потратить действительно целенаправленно, с вниманием, с концентрацией в этом предмете, и можно запоминать все что угодно. То есть, если мы хотим лица, значит, мы тренируем лица и имена, например, да, если мы А хотим. как их тренировать? То есть, ну вот, чтобы... Ну, у меня, например, на лица память — это вообще просто какая-то потрясающая. Если я где-то в метро просто сфокусировалась на человеке, и я его где угодно потом встречу, я его вспомню. Но я знаю людей, которые там 100 раз увидели кого-то, и там актера какого-то, и даже не могут его потом где-то Значит, у вас идентифицировать. хорошая зрительная память. У кого-то хорошая, например, аудиальная память. Ему один раз сказал, и он уже запомнил. Но таких людей на самом деле не так много. На самом деле видов памяти очень много. Она же бывает и по длительности, она бывает по, например, есть автобиографическая, процедурная, эксплицитная память, там есть ам, сенсорная память. Это уже мы опять-таки возвращаемся к Но это все, наверное, все равно деятельности, все да, как-то все зрителя. вместе, комбинировано, да? Все равно что-то как-то вспоминается, там что-то потрогал, и где-то какая-то возникла, там либо вместе с визуальным каким-то рядом, Да, или да, что-то. это такой когнитивный профиль Мгм. человека, то есть либо я большей части визуал, но опять-таки нет в чистом виде визуалов, да, если я Да, вот это визуал, мне это не значит, интересно, что да. я не аудиал, да, но, например, ведущая система у меня большей части это визуальный, например, как у вас, да. Есть люди, которые, опять-таки, им нужно написать, им нужно через движение, вот люди, дети, например. Для тех детей, которые любят активности, есть метод, который используется в иностранных языках, TPR, когда мы запоминаем слова или фразы через движение. То есть give me an apple, и мы прям показываем, как мы даем Мгм. или берем и так далее. Go to the door, человек идет к двери, и прям через движение он это все осваивает. Ам, Есть люди, которые, например, хорошо помнят все, что связано с какими-то поездками. Это эпизодическая память, когда человек куда-то ездил, помнил, там, что он где делал. Вкус какой-то прям там, да, Да, ощущение. семантическая память, когда мы рассказывали на экскурсии, что там, о чем там в этом месте, что происходило, какие войны, там, не знаю, еще что-то. Вот это определенная память. А есть люди, которые совершенно не помнят даже день рождения там своей тещи, условно. Для них это прям какая-то беда. И не понимают, как так. Есть люди, которые перспективной памяти. Это то, что мы планируем, да, ему обязательно нужно записать, что он будет делать завтра, через неделю. Он не может зацепиться, нечем зацепляться, нет вот этих якорей, зацепиться в будущее. И вместо того, чтобы записывать, просто помнить.
Это еще одни люди. То есть, которые хорошо делают одно, но которые не могут, например, сделать другое. Те же вот спортсмены-мнемонисты, это не значит, что у них память на все шикарная, такого быть не может. Они могут хорошо запоминать, например, лица, потому что они натренировали лица именно, но, например, не знаю, плохо помнить там какие-то автобиографические детали, например, своей семьи. Такое тоже может быть. Хорошо. Я вот никогда не могла запоминать исторические факты, связанные с датами. То есть Мгм. это что означает? Как? И самое интересное, что я пыталась этому, ну, себя натренировать. Я много чего получалось у меня делать, когда я там, ну, я начинала работать над собой, но вот это я не могу вообще никак в себе выработать, потому что эти даты, эти названия королей, там 5, 10, 28, они у меня просто все в памяти там перепутываются, и я вообще не могу это запомнить. Как это? Даже я там какие-то специальные книжки читала, там даже фильм, когда смотришь какой-то там автобиографичный про Мгм. какого-то монарха, все равно у меня это все выпадает откуда-то, Влетает да. со Да. временем, да. Ну вот есть как раз метод тоже, тот, который использует мнемонист. Мы можем прямо сейчас его попробовать Давайте. и запомнить что-нибудь. Ну, конечно, не королей, но это, по сути, все то же самое. Мы можем запоминать что угодно при помощи этого метода. Так что давайте попробуем. Давайте. Сначала я вам предложу запомнить это так, как вы обычно это делаете, а потом я расскажу, как это можно сделать по-другому. И Хорошо. посмотрим на разницу. Хорошо. Так, у меня есть вот такие вот картинки. Наша задача их выложить парочками. Но сейчас пока просто, да, выкладываем в хаотическом, да, порядке. А Ну я вот, потом просто должна их что-то с ними сделать, ну вот правильно? как выкладываем, да, Мгм. так и будет лежать уже. Мгм. Так. Ну, если что, тут могли бы быть короли и Совершенно, королевы, да? да, короли и королевы. Представим Мгм. именно так. Значит, задача следующая. Нужно запомнить парочки. Не просто все картинки, а именно как они лежат и в какой паре они находятся. М. Так, а сколько у меня на это времени? Сейчас, Очень мало, да? секундочку, я немножко, Мгм. наверное, сделаю вот так. Так, секунду, пока можно позапоминать. Сейчас мне просто надо накрыть будет чем-то. Мгм. Ну, не уверена, что я его запомнила. Ну, мгм. Так, стараемся это все закрыть. Мгм. Надеюсь, не видно. Как вы думаете, какой памятью мы сейчас пользоваться будем? Зрительный? Кратковременной. А, Ну и зрительной, конечно. зрительная Да-да-да. и кратковременная. Мгм. Да, хорошо. Значит, я, пожалуй, открою первую картинку. Ваша задача будет назвать ее парочку. Давайте Все, я сделаем вот поняла. так. Мгм. Елочка, дельфин, кажется, там. Ам, так, сейчас. Самолет, арбуз, цветочек, цветочек, ам, я даже уже не помню вообще, какие там, в принципе, картинки. Э, Итак, что там еще было? Что Нет, все, я сдаюсь. Я не помню вообще, какие там картинки были. Давайте Да, проверим, по крайней мере, эти. да, Дельфин, арбуз да. есть. Я только вот вся моя кратковременная память. Да, 2 ну, картинки. обычно первые они и Да. запоминаются, да. Мы фокусируем внимание, Мгм. конечно же, на первых. Смотрите, значит, что мы должны сделать? Когда мы запоминаем, первый закон — это фокусировка внимания. Это однозначно. То есть если мы будем отвлекаться, то мы ничего не запомним. Поэтому сфокусировались. Дальше второй закон, который, естественный закон, которым работает наша память, то, что мы не делаем — это создание образов, потому что наша память — это ассоциативный механизм. То есть мы
запоминаем через образы. Первый момент. Второй момент — это эти образы должны быть очень яркие и вызывать яркие эмоции. Это может быть эмоция смеха, страха, отвращения, любые, кстати, почему-то отрицательные эмоции, видимо, из-за кортизола, они гораздо Лучше, да, лучше запоминается? запоминаются, да. Поэтому мы делаем такие связки, а в данном случае мы должны будем связать 2 предмета через вот такие яркие ассоциации. И третий момент — они должны быть у нас, в движении. Ну и связаны, потому что в движении и связаны, иначе мы не вспомним, что именно эти Так, это я принадлежат должна 2. в памяти, какую-то сделать Картинку. картинку, Да, и вот это все придумать, да, себе да. какой-то мультик. Мы сейчас возвращаемся в детство и Мгм. начинаем креативить, как Мгм. это было когда-то, когда мы брали какой-то предмет, придумывали дракона. Так вот, наша елка, что будет делать с дельфином? Елка будет, на елке будет елочная игрушка дельфин. Здесь нет движения. То есть нету, да, движения? Нет. Я вешаю елочную игрушку на елку дельфин. Нам нужно сделать так, чтобы это было, ну, фактически абсурдно. Мы удивляем наш мозг. Если помните, мы вначале говорили, что нам нужно удивить наш мозг. Поэтому мы делать должны так, как, в принципе, может быть, даже и не Все, я существует. придумала. Да. Значит, это подводный мир, где живут русалки, и у них Новый год. И там они нарядили елку, и первый гость, который к ним приходит, это дельфин. Отлично. Можно даже не русалки, чтобы потом себя не запутать, а у нас Новый год дельфинов. Дельфинов, Да, да. семьи дельфинов они Мгм. поставили елку. Отлично. Следующее. Так, самолет и арбуз. Ну, я лечу на самолете и в бизнес-классе, и там угощают И арбузом. врезаюсь в арбуз. Врезаться на... угощение не подойдет, да, что там арбуз мне Здесь стюардесса мне приносит с шампанским. хочется такого действия, чтобы связь была между предметами, да, то есть Мгм. можно их связать, можно в них как-то нарушить их границы в данном случае. Хорошо, следующая картинка. Цветок и Клубника. клубника. Цветок клубника, цветок. Я ем клубнику, и мне приносят в этот момент, дарят букет цветов. Такое может быть? Но если мы исходим от цветка, то цветок должен быть первым действующим Мгм. лицом. Значит, можно даже без «я», можно взять цветок, который ест клубнику. Понятно. Это уже из разряда, у нас есть ролик про сны, и мы там сюрреализм этих снов обсуждаем. Значит, Да, цветок просто ест клубнику. расслабляемся, делаем как бы Ага. смелые вот такие картинки, истории, которые нам самим будет нереально такой «Вау, это же невозможно». Мгм. Клуб цветок ест клубнику. Мгм. Мгм. Помидоры и зонтик. Ну, я иду под зонтиком, а идет Нет, дождь. помидоры и зонтик. Помидоры Первые падают на помидоры. Мгм. помидоры падают на зонтик в виде дождя. Отлично. И пробивают ему его там эту ткань, да? Мгм. Нет, и Хорошо. он становится красным из-за этого, кстати Да, говоря. отлично. Мгм. Так, машина и баскетбольный мяч. А, это такая машина, которая рекламирует баскетбол, у которой на крыше такой большой баскетбольный мяч. Мгм. Еще движение бы И добавить. она едет. Нет? А мяч баскетбольный что делает? Тоже вместе с Ну, ней. пусть он отскакивает от крыши. Да, он, короче, такой танцующий мяч. Ага. То есть мы сейчас уходим от стационарных предметов, иначе опять-таки мы потом не вспомним. У нас должно быть 2 действия. Едет машина, на ней на крыше отскакивает баскетбольный мяч, да? Мгм. Мгм. Кукуруза, мотоцикл. Велосипед, по-моему, это. А, Или велосипед. мотоцикл. Ну, хорошо. Велосипед. Я еду на велосипеде и врезаюсь в большую кукурузу. Да, Нормально? да. Я еду на велосипеде, врезаюсь в большую Да, кукурузу. только кукуруза должна ехать и врезаться в велосипед. Ага. Так, Иначе мы закроем вторую картинку, и велосипеда уже не будет. так. Кукуруза. а, Едет верхом на велосипеде. Кукуруза едет на велосипеде, да. Отлично. Мультик. Мгм.
Бабочка, бабочка, опять кортизол, бабочка долетает, космическая бабочка долетает до Солнца и сгорает. Отлично. И закрываем. В принципе, я думаю, что, ну да, хорошо, я оставлю их, попробуем. И, наверное, чуть быстрее. Я думаю, что мы можем вспомнить по картинке. Мы просто вспоминаем не историю, а сразу вторую картинку. Мгм. Без истории сложно. Не, Елка, история у нас в голове. елка, дельфин, Мгм. самолет, клубника. Нет, а, цветок клубника. Самолет, самолет. Я вначале помнила, сейчас уже А нет. потому что две истории у вас было, Да. насколько я помню. Первая, а потом пошла вторая. Мгм. Так что там самолет, кортизол какой-то был. Самолет врезается. Все. А вы помните, что сказала Татьяна? Напишите в комментариях. Да. Напишите, пожалуйста. Помогите Да. Татьяне. А, помидор зонтик, цветок клубника, помидор зонтик, а, машина баскетбольный мяч, кукуруза велосипед, бабочка солнце. А с самолетом не помню. Чё-то. Мне кажется, он падал куда-то, нет? Не дельфин. Самолет падал в... Все, не могу. Арбуз. Да. Ну как впечатление? Легче ли так запомнить, Да, вспомнить? да. Я хочу сказать, что есть здесь еще один плюс, помимо того, что, ну, во-первых, мы улыбнулись, во-вторых, мы покреативили, а в-третьих, если первым способом мы запомнили кратковременной памятью, то мы это потом больше не вспомним. Мгм. А вот эти вот истории, если, предположим, потом вы посмотрите на слайде или на видео первые картинки, через какое-то количество дней вы их опять вспомните, потому что у нас были уже связки вот этих историй, которые в любом случае будут напоминать. То есть получается, когда говорят, что должно пройти какое-то время до того, как из кратковременной памяти информация должна попасть в долговременную, причем я слышала, что это там чуть ли не сутки, да, должны пройти, ну, какое-то такое время, там, поспать нужно, правильно? И то вот этот способ, он ускоряет, Он минует минует вот эти кратковременную память, да. сутки. То есть То есть классно. она сразу там. Но это не значит, что не нужно повторять. Если, например, вам эти связки категорически нужны для чего-то, может быть, это действительно короли, которых нужно потом рассказать учителю, то, конечно, необходимо будет повторить через определенные интервалы. Это называется интервальное повторение. И тогда можно рассчитывать на то, что вы это вспомните когда угодно. Покажи вам елку, вы вспомните, что это была тусовка или Новый год у дельфинов. Друзья, как вам понравились такие задания? Делали ли вы что-то подобное? И будете ли повторять? Напишите обязательно в комментариях. Так, а мы, соответственно, мне очень понравилось. Я прям буду пользоваться такими На самом лайфхаками. деле, вот Да. это тот метод, который я использовала и в приложении. Я иногда, когда придумывала образы, вот эти ассоциации, а мало того, что мы собирали здесь два русских слова, а у нас английское слово и перевод, то есть там нужно было еще закодировать фонетически это слово, чтобы оно как-то пришло с ассоциацией. И вот, конечно, иногда, когда я сидела, придумывала вот эти вот абсурдные вещи, я даже думала, ну, наверное, люди не поймут. Но что самое интересное, именно на грани абсурда, когда появляются вот те яркие эмоции, отрицательные, положительные, вплоть до... Ну, конечно, я старалась, чтобы это были положительные эмоции. Вот тогда это все запоминается. И Давайте запоминается это тогда с зрителям лету. скажем, что у Дианы есть абсолютно бесплатное приложение по изучению иностранных языков. А, И я обязательно ссылочку добавлю. Я вот, например, пользуюсь самым таким популярным. Мне там уже Да, больше 1000 дней. да, да. Зелененькая сова. И чем оно вообще там отличается? Ну так, в двух словах от Того, что сделали да, мы. того, что Но сделали мы вы. сделали такой изолированный навык — это словарный запас. То есть я сделала фокус именно на наборе словарного запаса. Сейчас у нас там только английский язык. Собственно, мы стартанули с английского как самого популярного. И 20 слов за 5 минут можно запомнить совершенно сходу вот таким вот методом. Более того, мы это все уже сделали. Это просто можно взять
запомнить, ну и через игры это все повторять. Как я сказала, интервальное повторение, оно там тоже зашито. Если мы возьмем другое популярное приложение, то это, в принципе, приложение, которое обучает языку в целом, в комплексе, да, но там нет акцента именно на такой технике запоминания именно слов. То есть если запоминать прям конкретные слова и повышать вот эту, базу, словарный запас, то тогда, хорошо пользоваться именно вот этим приложением будет. Конечно, Мгм. потом там же есть всякие игры, где те же слова появляются в контексте. Они же не просто мы изолированно одни слова учим, но мы набираем 400 самых частотных слов за считанные часы. Ну вот мы посчитали, если вот, конечно, так делать не нужно, никому не рекомендую, там за 10 часов можно освоить минимум разговорной речи на, вот, получается, английском языке. А дальше я планирую сделать китайский, как А. самый популярный Друзья, кто второй. попробует, обязательно напишите в комментариях, как вам этот способ и как вообще вам, приложение. Удобно, понравилось? Обязательно пишите, ссылочку я оставлю. Так, Диана, вы уже там упомянули, да, примерно, что нужно что-то обязательно делать новое. А как, дело обстоит вот с этими старыми нашими известными способами, которые пользуются и уже взрослые люди, да, для того, чтобы улучшать свою память? Потому что есть такое утверждение, что какие-то кроссворды, приложения, вот что-то там делать нужно, какая-то мелкая моторика, что все это помогает в деменции, в Альцгеймере. Какая вообще, вот мне, например, интересно, это постоянно упоминается везде, как бы в таком расхожем ключе. Какая разница между деменцией и Альцгеймером? И что вообще сейчас, какие новые есть, может быть, какие-то новые такие быстрые штуки, что можно делать, и что уже, допустим, не работает, что уже доказано, что что-то, от чего-то можно отказаться, может быть, там приложения вот эти все. Как это вообще обстоят сейчас дела? Но Альцгеймер — это одна из разновидностей деменции, причем которая не лечится. Вообще деменция можно лечить, насколько я владею информацией. Опять-таки, я не медик, но тем не менее я знаю, что это возможно. Что касается Альцгеймера, все боятся. По всему миру, в общем, на первом месте стоит заболевание раком, второе — это Альцгеймер. Все боятся вот в такой последовательности, не дай бог, заболеть. Но когда люди стареют, на самом деле им страшнее, конечно, болезнь даже Альцгеймера. В Америке, например, ну, как вы понимаете, оттуда у нас идут многие тенденции. Было создано приложение, которое обещало избавить людей от Альцгеймера. И в итоге получила штраф многомиллионный, потому что ни одно приложение, ни одно упражнение, ни один кроссворд, сканворд не может избавить именно от этого заболевания. Но мы можем создать так называемую когнитивную подушку. То есть это развитую нейронную связь, которую мы, развитую нейронную сеть, которую мы формируем в течение всей своей жизни. И когда мы подходим к старости, ну это вот на упрощенном языке, да, мы можем себе позволить лишиться каких-то из этих вот нейронных соединений, связей, с тем, чтобы остаться с оставшимся, да, вот этим массивом информации, опыта и связей. Но если этого не происходит, если мы, например, заканчиваем школу, не дай бог, там, мы не идем дальше учиться, мы идем работать и вообще больше к учебе никакого отношения не имеем, то, ну, сами понимаете, какое подспорье мы себе оставляем в старости. Но это вот прямая дорога к деменции. Вот. А что касается упражнений различных популярных и приложений и так далее. Да, все имеет место быть, но нужно здесь тоже понимать, если мы, например, разгадываем кроссворды, только кроссворды, мы в какой-то момент, безусловно, обогащаемся там словарным запасом, мы вспоминаем актеров, там какие-то даты и так далее, это замечательно, но любой кроссворд, в принципе, он конечен. Ну, то есть как только мозг освоил вот этот массив той информации, которую используют создатели кроссвордов, дальше уже нет смысла решать эти кроссворды, значит, нужно переключиться на что-то другое. Конечен именно механика, вот это как Да, как происходит, только да? механику он понимает, и он уже набрался всех вот этих вот ответов в себе, да, человек, нет смысла дальше заниматься этим. Это уже тупиковое.
история. Поэтому дальше можно, например, изучать, не знаю, те же иностранные языки. Можно а, вообще социализироваться, путешествовать. Это тоже помогает на самом деле профилактике вот этих всех заболеваний. Но если мы подошли вот так вот неосознанно, безответственно и заболели Альцгеймером, то тут уже пока лечения, к сожалению, насколько мне известно, нет. Ну хорошо, у меня такой еще вопрос возник. Это все нужно делать, вот эти все упражнения, да, нужно делать именно осознанно для того, чтобы развивать свой мозг, или есть какие-то вот способы, что можно вообще об этом не думать, так сказать, для Ничего не ленивых? делать. Нет, делать, но в свое удовольствие. Вот, допустим, там, не знаю, выбрать что-то, пошел, не знаю, потанцевал, пошел, научился. У меня, кстати, история жизни. Я вот а, больше там 20 лет уже назад на права сдавала. И я в том возрасте, моей маме там уже было за 60, я взяла ее учиться с собой Мгм. на права. То есть для нее это было, наверное, самое вообще классное впечатление. Она выучилась лучше, чем я. То есть у меня там я работала, у меня не было времени, я ей свои уроки отдавала. То есть и вот она вот в том возрасте получила права и может ездить на автомобиле. То есть что можно делать для того, чтобы, ну, не специально вот так вот сидеть, так, сейчас я достану карточки, разложу, там еще что-то поделаю, а что-то придумать, ну, любое же получается, да, можно что-то делать, и все будет хорошо. Ну, придумывать сложновато. Я не знаю, вот есть, конечно, люди, которые прям самостоятельно могут что-то придумывать себе, задания какие-то, и даже изучать те же самые языки самостоятельно. Вот я прям с уважением отношусь, потому что момент мотивации здесь, конечно, очень важен. Если человек видит, что ему хочется водить машину, и это для него прям стимул, то, безусловно, этим нужно заниматься. То есть нужно искать, что нравится, почему сейчас там долголетие так развивается. То есть показывают, например, обучают там наших бабушек и дедушек рисовать. И, кстати, очень неплохо многие начинают рисовать с нуля. И это интересно. Если им это интересно, то этим нужно заниматься. У меня тоже примеры, когда 65 лет человек начал танцевать. Ну, в меру своих возможностей все равно это здорово. То есть это все разные памяти. А в Почему танцах бы какие нет? памяти задействованы? Я просто тоже вот не так давно начала танцами заниматься, и у меня такая замечательная преподаватель, правда, сейчас вот у нас перерыв, она уехала, и она мне давала какие-то задания такие вот, ну, там, что одной рукой делать Мгм. одно, ногой другое, третье, и я после этих заданий прям в тонус приходила такой хороший. Да, да. М. Ну, во-первых, движения дают, прокачивают кровь, она приливает к мозгу, поэтому она в любом случае, любые движения, они полезны. Двигательная память развивается в любом случае. Иногда, конечно, стоишь, я тоже занимаюсь спортом и танцами занимаюсь, и иногда смотришь в зеркало на человека и понимаешь, что вот этот человек точно никогда не танцевал, ну, потому что руки, ноги, они просто никак не могут найти друг друга в нужный момент. А есть люди, которым не нужно показывать даже 2 раза. Показали его, они уже повторили. То есть тут видно уже опыт, который был дан когда-то ребенку в детстве, и он протягивается на протяжении всей своей жизни, и в итоге получается, что когда-то он ему полезен. Но во всяком случае, так со мной произошло. Все, что я делала в детстве, все полезно мне стало сейчас. Вот. И вообще, кстати говоря, исследования показали, что дети, которые много чем занимались, дети, которые изучали там разные направления, они превратились в таких интеллигентных, интеллектуальных бабушек и дедушек потом. Вот. Их IQ, собственно, ну, вообще IQ у нас не меняется на протяжении жизни, но в любом случае они как бы остались среди той аудитории, которая читает, которая там может поддержать беседу и так далее. А как это вот, что IQ не меняется? Нет, не А меняется. как это? То есть если я, повышаю, стараюсь, много читаю, что-то делаю, Ну, карточки запоминаю, то есть моё IQ не повысится? ну, мы же запоминаем, мы тренируем память, не IQ. А как? Ну, ну-ка расскажите подробнее, как это Ученые связано. замерили, на самом деле в Шотландии, насколько я помню, было проведено исследование. Человек просто спустился в какие-то подвалы и нашли вдруг исследование.
которые говорили, что вот там 70 лет назад замеряли у детей 10-11 лет IQ. И потом со временем они нашли тех людей, потому что это были архивные документы, и замерили IQ их позже. То есть IQ по большому счету не менялся. Он у среднего человека, ну, примерно там около То есть на каком-то 100. возрасте останавливается, да, вот это развитие, и все. И вот получается, что нужно максимально вкладывать вот в самом начале, да, У нас теряется память, у нас теряются связи. То есть вот эти связи, которые держали нашу память, они рассоздаются в какой-то момент. Поэтому мы сейчас говорим о том, чтобы память поддерживать, чтобы человек жил как личность, потому что если он теряет память, он уже не личность, он уже как, не знаю, как овощи. То есть память дает нам все. Без памяти мы, в общем, ничто, как говорил а, известный нейробиолог. Тогда, ну, не буду я здесь соглашаться с учеными, я буду и дальше Надеяться, что повышать свой IQ. Пожалуйста, ученые, извините. Тогда еще такой у меня вопрос. Сейчас я перейду вообще к злободневной теме. Соцсети, гаджеты, короткий контент, все, что сейчас нас окружает, новые тренды. Даже вот, допустим, по монтажу тех же самых подкастов и всего остального, вот это все мелькание, яичные картинки, мультики, все вот это быстрое вырезание пауз в разговоре, когда два собеседника общаются, и есть какая-то абсолютно э, органическая пауза, которая живая пауза, Мгм. живой разговор. Сейчас в силу того, что есть голосовые помощники, люди общаются с искусственным интеллектом, это все воспринимается как некий какой-то брак. То есть брак речи, брак коммуникации, да, если смотрят, нужна какая-то идеальная вылизанная картинка и все такое вот не настоящее. Как с этим происходит? Как с этим жить? И что это вообще? Это эволюция или это все таки инволюция? И мы уходим куда-то вот от чего-то живого. Ну, во-первых, да, я думаю, что вырезание и доведение до какого-то прям перфекционизма картинки, здесь, скорее всего, речь о том, что а, мы сейчас боремся за внимание людей. Даже в обучении мы не боремся за какой-то учебник или между какими-то учебниками. Мы боремся за внимание ученика, за внимание зрителя. Так же, как и сегодня мы разговариваем и боремся за внимание того зрителя, который будет смотреть этот подкаст. Поэтому зритель не готов сейчас вкладывать большое количество времени. Есть думающие люди, безусловно, есть те, которые будут смотреть, им будут нравиться именно длинные видео, но есть те, которым нужно скроллить. У них нет возможности, да, сидеть и долго вникать и искать вот эту вот развязку. Почему дети сейчас не особо любят читать? Это долго. Им нужно быстро, им нужно яркие картинки. Чем больше паузы, я сама очень много снимала коротких видео, и я знаю, что нам всегда говорили вырезать вот это лишнее. Как только человек заскучает, ты теряешь своего зрителя. Поэтому сейчас новые технологии, которые диктуют определенные новые законы. И если мы хотим быть услышанными среди огромного информационного шума, то приходится идти на какие-то компромиссы. Даже, может быть, когда-то пауза нам действительно очень нужна, но не всегда мы можем это себе позволить сейчас. Я все таки за тех зрителей, которые остаются живыми и любят смотреть Думающими. думающими, осмысляющими и любят смотреть длинный, очень такой настоящий контент. Поэтому, друзья, Еще под хочу сказать, что подписывайтесь, оставайтесь с нами. Еще хочу сказать такой момент, если вы хотите запомнить максимальную информацию из какого-то большого пласта информации, например, из того же подкаста, какого-то действительно очень, ну, надеюсь, наш подкаст тоже будет информативным и интересным, то есть такой совет: не просто смотреть от и до или читать книгу от и до, останавливаться, обдумывать, может быть, даже пересказывать своими какими-то словами, если это необходимо, например, запомнить какой-то абзац. И только дальше, и потом только идти дальше. И вот этот метод, он пренебрегается многими, поэтому, когда мы что-то изучаем, такое ощущение, что мы учили, и оно все равно не зацепилось.
а зацепляется только тогда, когда мы начинаем это обсуждать, когда нам дают какие-то контрвопросы, да, то есть это вот тот обучающий процесс, который очень ценен, например, в школе, в том числе и в университете, то есть это обсуждают. Был даже проведен такой эксперимент между двумя группами, дали списки слов одной группе и второй группе абсолютно одинаковые списки. И сказали одной вызубрить, а второй сказали, вот вы один раз прочитаете, и потом вы будете отвечать на вопросы, вас будет вытаскивать эти слова, вы будете обсуждать с преподавателем. Как вы думаете, каков был итог? Кто запомнил больше? Те, которые, конечно, приходили и задавали свои собственные вопросы. На самом деле запомнили обе группы М. достаточно неплохо, но разница была лишь в том, что группа, которая зубрила, на следующий день просто все забыла. А группа, которая обсуждала, она помнила это все очень долго. Как раз, кстати, к моему одному из вопросов, который я хотела обсудить, это по системе образования. То есть, как она вообще в целом, ну вот сейчас мы уже затронули, да, такие некоторые нюансы, как она в целом должна быть построена, чтобы быть эффективным? Это вот как раз-таки нужно прочитать учебник и ответить на вопросы там у доски и, а, ну, какой-то сделать такой быстрое запоминание и ответ, либо вот как раз-таки задавать вопросы. Потому что я, например, даже свой подкаст воспринимаю как некое свое развитие, потому что там пока я готовлюсь, да, пока я думаю, что я вообще о чем хочу поговорить, то есть какие-то вопросы придумываю, и еще и в процессе, а еще и когда монтирую и отсматриваю, то есть это, мне кажется, я уже там Эксперт да, уже экспертом становлюсь. становлюсь в этой теме. Я понимаю вот эту эффективность. То есть, нежели когда учитель сказал, что там выучите параграф такой-то, да, прочитайте, придите и ответьте у доски. То есть как это вообще должно быть построено, вот идет ли куда-то, да, вы же все равно находитесь в этой системе образования, идет ли туда какое-то вот движение в эту сторону, как это происходит, ну вот в нашей обычной образовательной системе, Идет, только не в ту сторону. не в ту Не в сторону, ту да? сторону идет. Сейчас, наоборот, идет в сторону донесения информации. Все, что касается освоения этой информации, это не к школе. Хотя многие родители именно ждут, когда ребенок пойдет в школу, чтобы его отдать, потому что там его научат как надо. Но, к сожалению, есть учителя, фанаты своего дела, кто действительно любит преподавать, любит доносить, любит придумывать какие-то ходы, потому что один ребенок понимает, другой нет, в силу там разных способностей, да, может быть, он просто отвлекся и так далее. Вот, поэтому кому-то нужно по-другому, кому-то через картинки, кому-то нужно какую-то схему нарисовать, потому что он лучше воспринимает через схематичную картинку. Ну, а некоторым учителям просто об этом это не нужно, потому как у них и так тикает. Зачем им как бы этим заниматься? Поэтому А помните фильм, наверняка вы смотрели, «Общество мертвых поэтов»? м, Вот, там как раз-таки про такого педагога рассказывается, который вот настолько вкладывался. Кстати, кто не смотрел, посмотрите, очень классный старый фильм. Вот, вот в своих студентов, да, это было в университете. Вот, и хотелось бы, наверное, чтобы вот этот личностный фактор, да, был более расширен, да, и в педагоги шли у нас люди, которые горят этим своим делом. очень хотелось бы, вопрос только как это сделать. Ну, я верю всегда в лучшее, поэтому надеюсь, что вот, э, к этому все пойдет. И все таки тогда остается, вот если так происходит, остается такой момент, что нужно уделять этому собственное внимание, своему такому развитию. Своему Мгм. развитию, развитию Детей. ребенка, потому что ребенок это наше будущее. В какой-то момент мы поймем, что мы не можем уже, и единственный помощник это ребенок, поэтому в любом случае искать какие-то другие ресурсы, другие места, где это можно сделать качественно и понять, что вообще-то способности есть у всех. И когда ребенку говорят в школе, там, ты не способен, опять-таки про левое, правое полушарие, ну, я левополушарный, значит, все. Или я правополушарный. Рисовать не пойду, Да, музыке не буду все, я к обучаться. языкам. Поэтому такого нету.
То есть способность — это тот опыт, который мы вложили в детей. Вот этот возраст, когда ребенок еще даже до школы или начальной школы, это самое золотое время, когда мы можем ему дать вот это все, раскрыть его способности, раскрыть его таланты. И дальше он пойдет уже совсем с другой инерцией, скажем так. И он потом выберет из этого то, что ему понравится. Есть такая книга, она называется «Сингапур». Юрий Сигов, ее автор, я ее прочитала там, ну, несколько лет назад. Там очень интересно рассказывается об этом государстве. То есть это государство-эксперимент, в котором были опробованы очень много таких разных технологий на протяжении долгого времени. То есть такого внедрения в культуру, в социальную жизнь, в политическую. И там система образования построена таким образом, что у них вложены самые инновационные, какие только могут быть технологии в образование. То есть они там со всего мира собирают. Потом они делают образование доступным всем, каждому, то есть каждому своему гражданину. Мгм. И у них очень такая лояльность, то есть психология, границы, вот это все, не дай бог там кого-то, чтобы не обидели в школе, то есть чтобы кто-то там кого-то не начал, как у нас там сейчас тоже в школах, да, там булят, еще какие-то Мгм. моменты. То есть там к этому просто там какое-то максимальное внимание. И знаете, что это дало? То есть, ну, то, что по факту там происходит в Сингапуре. То есть там у них нет ни одного научного открытия гражданином-сингапурцем, ни одного какого-то творческого прорыва. То есть все на одном Ровно. уровне. То есть нет у них такого, что вот кто-то рвется что-то делать, кто-то, ну, какой-то есть вот этот порыв, кто-то хочет кого-то обогнать. То есть это тоже вот какой-то моментик задуматься, что привлекают из других стран, которые уже управляют и помогают тем, кто там обучился. Врачи, медицина, там все открытия научные, все что угодно. Поэтому тоже такой эксперимент показал вот такую вещь. Ну, это нужно вводные Мгм. посмотреть еще, какие там. Я знаю, что коммерческие школы и государственные школы тоже родители все время мучаются, куда отдавать детей, то ли в государственную, как все, пусть через это все пройдет, что называется, или все-таки коммерческую школу выбрать. Ну, по факту есть свои плюсы и минусы и там, и там, поэтому Мне кажется, вот как раз-таки вот этот сложно. личностный фактор преподавателя, педагога, он прям вот максимально, наверное, влияет. У нас еще будут сегодня какие-то задания? Да, я на Да. самом деле Мгм. хотела сделать одну вещь, которую, наверное, будет интересно и вам, потому что это был секрет. Секрет. Дорогие Мгм. зрители, это я не рассказывала Татьяне. И вообще все задания, которые здесь были, я Татьяна не видела Нет, никогда. вообще не видела. Это Это был чистая сюрприз. правда. Да. Поэтому я сегодня хотела бы узнать возраст. Ну и вы, наверное, может быть, хотели узнать возраст. Я вижу, как вы Своего напряг IQ или что? своего мозга. Своего мозга. Да. Да, давайте. И, кстати говоря, зрители тоже могут по очень простым упражнениям узнать возраст своего мозга и сравнить реальный возраст, биологический и возраст своего мозга. Здесь ничего суперсложного нет. Единственное, что мне понадобится секундомер. Давайте. Рисовать что-то нужно будет, Будет да? у нас 3 задания. Мгм. Значит, первое задание называется счет. Это не ко мне. Нет, тут совершенно простые задания, просто мне нужно поставить секундомер. Нужно будет что-то писать? Нет, Мгм. нужно будет считать. Нужно будет посчитать вслух, внятно, четко, на скорость, потому что я засекаю. Так, Секундомер у меня 0. мгм. От 1 до 120. Видите, Как я уже как можно в школе. Да. быстрее. Просто считаем по порядку. От 1 до 120? Да. Как будете готовы? Просто считать Просто подряд. считаем вслух. 1, 2, 3, А, 4, 5, 6. ого, Ничего сложного. Все ладно. это могут абсолютно точно. Готовы? Да. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 7, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Минута 01. 01, 01. практически 50 метров заплыва. Ну, у меня, Да. правда, поменьше. Давно я не плавала, да. Брасом. Да. Я плаваю 50, Мгм. но это и мало. Хорошо, значит, 45 секунд обычно дети делают в младших классах. Средняя школа — это 35 секунд, 25 — это те люди, которые связаны с наукой, каким-то образом с точными науками. Вот такой был сделан замер. У меня, да, это вообще, в принципе, Но ни с чем это не связано. это исходный результат. Мгм. То есть если мы будем тренировать, мы доведем наверняка и до 25 секунд. И сколько это лет? Это Пока это не еще лет, не... это Ага, разминка, можно так разминка. сказать, да. Мгм. А сейчас мы непосредственно переходим к заданиям. Итак, первое задание. Наверное, мы возьмем мое любимое задание. Я положу себе, чтобы... вот это, наверное, я оставлю себе. Так. Это называется тест Струпа. В чем он Ты ученый, да, какой-то? Или кто-то? Да, в чем Мгм. он заключается? Достаточно известный тест. Значит, ваша задача. Мы сейчас немножко пройдемся вот по первой строчке. Это, так сказать, тренировочная, разминочная, да. Значит, нужно назвать вслух цвет слова и делать это как можно быстрее. То есть, например, у нас написано первое слово зеленый, но оно помечено синим цветом, верно? Да, кстати. Значит, мы должны Мгм. будем сказать синий. Все, я поняла. Если у нас красный, но написан желтым, мы говорим желтый. Мгм. Это очень интересно. Опять-таки мы делаем это на время. Так, я говорю цвет Вот уже краски на... цвет краски, Да. только мы Мгм. уже работаем в таблице ниже. Начинаем. Поехали. Синий, желтый, красный, зеленый, желтый. Желтый, синий. Обратно нужно? Нет, это просто написано. Вот эти... Вам нужно Подождите, цвета я сюда называть. смотрю. Так, пауза. Давайте еще Да заново, да. разочек. Неправильно. Смотрите, это нужно будет делать прям на скорость. Мгм. Это прям на хорошую скорость. Мы А, сейчас замеряем Я возраст вообще вашей. не быстрый человек, я вообще медленный. Вот сейчас нужно сделать быстро. Мгм. А это Поехали. черный? Да. Все. Зеленый, черный, красный, желтый, черный, желтый, красный, зеленый, черный, красный, красный, черный, красный, зеленый, желтый, красный, зеленый, черный, черный, желтый, зеленый, черный, желтый, красный, черный, красный, желтый, черный, зеленый, желтый, черный, красный, зеленый, красный, зеленый, желтый, черный, зеленый, красный, желтый, зеленый, желтый, зеленый, черный, красный, желтый, зеленый, желтый, зеленый, черный, красный. Я уже понимаю, что мои хейтеры после последних подкастов обрадуются Пусть результатом. хейтеры сами Да. попробуют на минуточку и потом сравнят. Итак, значит, мы сейчас тренировали очень большой раздел мозга. По ощущениям, А это как? вообще полезно, да, так делать? Это очень Ну, да? полезно, Мгм. конечно. Во-первых, мы ставим себя в тупик. Мы выходим вот из этого состояния автоматизма, когда мы делаем все на Это очень автоматизме. трудно, Да. вообще, это очень трудно. Попробуйте, обязательно попробуйте, это прям А, вызов. Ну, давайте, наверное, еще одно упражнение, Так, а потом сколько мы у меня там посмотрим. получилось? Сейчас мы скажем нашим зрителям. У нас 58 58. Вот секунд. давайте попробуйте Тест. сделать быстрее. С первого раза. Теперь следующее задание.
Это Мгм. понадобится уже для этого ручка или Ручка. карандаш, ну что-то Вот там у цветное меня желательно. фломастер есть. Итак, наше задание — как можно быстрее провести линию от 1 до 15 и от А до Н. Но мы с вами соединяем 1 А, 2 Б, 3 Это вы В. меня решили сегодня вообще опозорить перед людьми. Так. а, мгм. Я поняла. Тоже, да, вы включаете? Да, А это да. можно изучить как-то, нет? Или, Ну, или так в можно. процессе? Давайте Мгм. попробуем. Хотя бы несколько секунд. Потому что я даже не могу найти. Мгм. Так, а мне вот просто 2 линии, да, нужно соединить? Нет, это будет прям И рисунок. То есть рисунок. мы Мгм. единой линией должны 1 А, 2 Б и Мгм. туда вниз до конца, до буквы Мгм. Н. Всё, давайте. Поехали. Мгм. Ой, всё. Щас. А. Кошмар какой вообще. Я уже запуталась. Всё, я уже сбилась. Я уже даже запуталась сама себя. Что раньше, что как это, куда буква, куда цифра. Ну, до какой-то буквы я дошла. Не помню. Есть ощущение, где происходила работа, в какой части головного мозга? Ам, во всех, мне кажется. Ну, это очень трудно. Это прям я сначала было так еще более-менее, а потом я уже даже забыла, что сначала Да, букву или что цифру. Ну, как бы алфавит еще я более-менее помнила, но вот эту вот связку я да. не помнила, куда чего. Потому что идет 2 параллельных линии. Мгм. Поэтому мы вот и говорим, что у нас, работает вся кора головного мозга, когда мы выполняем какое-то задание. И это не самое сложное задание. Ну, сейчас можно попробовать, узнать. Друзья, я прикреплю ссылочку на все эти задания, и вы сможете скачать где-нибудь у Дианы, да? Вы нам дадите какое-нибудь место, где можно будет это все Да, получить и конечно. попробовать. Это Да, на самом деле конечно. интересно. А вот здесь мы можем узнать возраст, по тесту Струпа. У нас есть, графа и диаграмма для мужчин и для женщин. Они немножко отличаются. Поэтому сверху мы смотрим наши секунды. У нас было 59, да? Ам, А ниже — это биологический возраст. То есть мы берем наш возраст и соединяем. так. Ну, тут Тут я даже здесь не боюсь, могу что разобраться. вот у нас здесь Так, возраст. внизу Возраст, возраст, ага, да, внизу внизу возраст. возраст. Мы ставим Сверху курс. 59, да, По идее, было? мы должны подняться по этой точке вверх. И вот примерно столько секунд, за столько секунд мы должны были сделать хотя бы верхнюю границу. А верхняя граница — это, получается, ну, верхняя — это вот которая с квадратиком, да, это граница желаемого результата, прям хороший результат. Средняя у То нас есть все, что ровненький. вот здесь вот выше поднялось, да, это уже, так сказать, деменция, Альцгеймер или что там? Что-то из этого, да, началось? Ну, в общем, да, тут получается, что, нужно потренироваться, скажем так. Ам, Если честно, есть о чем задуматься по после таких заданий. Я поняла, Но есть хорошая друзья. новость. Если тренироваться, то это все меняется очень быстро.
Мгм. Это не есть приговор, как говорится. Хорошо. Сейчас я еще задам вопрос. Так, Еще, да, что-то будет? вторая у нас, М. да, мы же А, рисовали числа, и у нас с вами получилось минута 46. так, а здесь То у же нас? самое выбираем женский график Мгм. и смотрим секунд. У нас минута 46, получается 106, правильно? Минута 60 и 46. 106, верно? А, Ну и мы не где да. закончили, собственно. Не Ну ладно. 106, немножко меньше. Да. Так, Нет, я говорю 106 секунд, 106 получается, секунд. Вот здесь, да, правильно? Минута соединяюсь, 46. соединяюсь. Это значит средняя, да, у меня вот эта, линия? Ну, с учетом, что мы не закончили, да. Мгм. То есть фактически мы должны возраст соединить с секундами, да, и у нас бы получилось, если бы мы успели это все сделать. Мы То еще вот ничего не сделали. возраст бы как раз, в принципе, очень хорошо бы соединялся. Да? То Мгм. есть мы рисуем вот это вот. Для меня даже вот это вот очень сложно все посчитать. А, и еще, да, там у нас какой-то тест был. Последний я не прошла вообще. Это и есть рисование. А, Числа, буквы, да. Первый был у нас счет мгм. разминочный. Там мы уже определились. В общем, буду выполнять ваши задания. И еще, что я хочу спросить, давайте сейчас это все мы уберем. Наверное, уже будем подходить к концу нашего подкаста, но до этого я спрошу вот что. Как филолога, чтение. Что нужно читать для того, чтобы, ну, например, я очень много читаю, но как показывает вот этот тест, да, получается, что чтение не сильно важно или что, ну, для какого-то IQ, интеллекта и всего остального. Что вообще нужно читать? Потому что у меня есть знакомые бизнесмены, предприниматели, которые читают только обучающую литературу, какую-то развивающую, обучающую, но не читают художественную. О чем это говорит? Что происходит, когда человек не читает художественную литературу и наоборот? То есть вообще что нужно читать, чтобы развиваться? Когда нужно читать? Сколько? Сразу задам длинный вопрос. Книги, которые нужно читать физически, либо это аудиокниги. Потому что я, например, раньше не воспринимала аудиокниги, я себя заставляла это делать, иначе бы я вообще не читала, потому что в последнее время просто не хватает времени просто сидеть и читать. Любые дела какие-то я делаю, там, бытовые, любые, там, с собаками гуляю, у меня собаки, и я всегда слушаю какие-то книги. Как это работает, что нужно правильно делать, вы, я думаю, что как филолог нам расскажете. Ну, по поводу, наверное, с конца начну. По поводу аудиокниг и обычных книг, на самом деле есть люди, которые предпочитают тактильное, вот это тактильное прикосновение к книгам, к страницам. Для них это прям целая магия фактически. Но для меня такая магия существует, я как Да, бы это люблю. да, но это все идет опять-таки из детства был ли опыт. У меня есть девочка, которая вот прям любит читать. Когда она, когда я ей задала вопрос, что ты хочешь получить на Новый год, она была в 5 классе, сейчас она постарше, она, к моему огромному удивлению, сказала книгу. Я маму попросила купить мне книгу. То есть на фоне Даже того, такие что еще дети сейчас да, есть. на фоне того, что дети не читают в принципе, когда ты задаешь вопрос про чтение, они говорят: ты будешь читать летом? Нет, конечно. О чем? Какое там не классное чтение. Вот, поэтому есть первый момент. Вот это вот прикосновение, это вот сама атмосфера, когда ты читаешь, ты абстрагирован. И в этот момент мы же читаем не буквы, на самом деле мы читаем, создаем образы, и вот благодаря этим образом мы потом начинаем воспроизводить эту вот всю картину. Что касается аудиокниг, то здесь два момента. Ну, во-первых, конечно, люди, которые аудиалы, им легче воспринимать то, что произносится, да. Но поскольку у нас сейчас сложное время, информации много, дел много, надо все успеть. Вот это вот та самая многозадачность, про которую все говорят, которая, в общем, следует за нами по пятам, она, конечно, многими предпочитается, решение которое предпочитается именно через аудиокниги. Вроде как мы и моем посуду, и что-то Ну, читаем. я так И мы делаю, молодцы, да. да, я очень хорошо понимаю. Но дело в том, что сама сам вообще вот этот принцип многозадачности, то, что о чем вот это такая название, скажем так, на самом деле это не совсем так. У нас мозг не может делать 2 дела параллельно. Мой папа об этом так всегда и говорил: так, минуточку, сначала мы делаем это, а потом мы делаем это. Я, говорит, 2 дела не могу. И я все время раньше говорю: ну как так? Слушай, ну я могу 3 дела параллельно делать. Я могу за компьютером сидеть, я могу там слушать, с кем-то там еще по телефону говорить. Да? У нас действительно есть модальности разные, но наш мозг устроен так, что ему приходится всегда переключаться.
То есть слушаем мы аудио и делаем, например, какую-то домашнюю работу, мы все равно, мы это не понимаем, мы это не ощущаем, но мозг все время переключается туда-сюда, туда-сюда. И в какой-то момент происходит такая ситуация, когда мозг устает переключаться. И мы что? Мы отлетаем нашими мыслями куда-то в другую сторону, да, или и мы начинаем думать там, о, что-то у меня забился пылесос там или еще что-то, да. То есть, если натренировать эту многозадачность, даже не Но это вообще многозадачность, а вот это полезно? Да, переключение. это Да, полезно, это, ну, да. конечно, это то же самое переключение в языках, да, то есть мы переключаемся между грамматикой одной и другой, мы можем строить разные системы, накладывать. То есть мозг же у нас накладывает определенные шаблоны. Если бы он каждый раз создавал что-то новое, он бы, наверное, не знаю, Ну, я разрушился вот, кстати, просто. очень долго тренировала вообще, в принципе, восприятие аудиокниг, потому что, да, как вы сказали, у меня сразу же я отлетала и вообще не могла концентрироваться на том, что там читается. Я прям себе нашла сначала автора, который мне подходил, ну, которого мне было легче всего слушать. Потом я переслушала все книги этого автора, и как-то у меня постепенно я влилась в эту всю историю. И сейчас могу, ну, если хороший чтец, то я как бы Вот, могу хороший слушать. чтец — это второй момент ключевой, когда произносится с определенной интонацией. Очень многим это помогает, потому что есть реально хорошие актеры. Например, я вот слушала «Мастера и Маргариту». Мне стало интересно, а как бы это вот прочитал, например, какой-то известный актер. И я нашла, я прослушала, и мне стало по-другому, я стала по-другому воспринимать это произведение, нежели если бы я его еще раз просто перечитала. Вот, поэтому здесь добавляется еще эмоция. А ведь наш мозг, он любит эмоции. Он помогает нам создавать новые образы. Он позволяет вот эти эмоции, это же амигдала, которая, в общем, мозгу говорит, запомни, вот это классно, вот это интересно. То есть когда добавляются определенные эмоции. И когда чтец это делает классно, это делает с интонацией, вот тогда мы это лучше и запоминаем. У нас какие-то пятна, может быть, даже не всю историю, мы прям пятнами какими-то самыми яркими это запоминаем. В этом суть обучения. Вот, наверное, еще к тому предыдущему вопросу, как сделать обучение современным. То есть нужно брать естественные законы мозга и использовать, потому что тут прям вот понятно, как это все работает. Поэтому нужно внести это в процесс обучения. Что касается, какие книги читать, ну, здесь уже, конечно, на выбор человека, я так считаю, потому что есть очень много полезной литературы, которую, ну, вот по работе необходимо читать. Но есть художественная. Это совершенно другая история. Но есть люди, Это которые словарный вообще не читают запас. художественную литературу, вообще. То есть им это, ну, не знаю, неинтересно. Но это же все равно художественная литература развивает, то есть, ну, все там сферы, какие только можно. Ну, я даже не знаю, как это объяснить, что человек не прочитал ни одной какой-то там книги, ну, даже какой-то популярной, не знаю, там Робинзон Крузо или э, там Толстого что-то. Мой любимый, кстати, писатель из классиков. И, ну, как это, как у него отличается мозг? Ну, во-первых, словарный запас соответствующий, то есть мышление совершенно другое. И что такое книга, тем более художественная? Это дополнительный опыт. Наш человек, вернее, наш человек, человек не может прожить вот все возможные ситуации. В принципе, но жизни нет, на этого не хватит. Поэтому в художественной литературе мы добираем тот самый опыт, который нам не хватает. И мы его как бы переживаем. Это значит, что как минимум в нашей жизни такой ситуации уже не будет. Это уже с точки зрения психологии. То есть мы пропустили это через себя, мы поплакали, мы там позлились, например, на героя. То есть выпустили свои эмоции, пережили это, как будто бы это было наяву, а ведь мозгу все равно, было это наяву или нет, если мы это ярко все воспроизвели. То есть мы фактически себе дали определенный богатый опыт. Мгм. А, Понятно, а теперь друзья. думайте, Да, читать друзья, или не думайте, читать. читайте и что читать. Закончу я сегодня подкаст одной цитатой. Я люблю цитаты. «Мой лучший друг — это человек, который даст мне книгу, которую я не читал». Это сказал Авраам Линкольн. Я знаю, что у вас есть подарок для зрителей, а у меня есть подарок для вас. У меня тоже есть такая традиция, я своим гостям дарю книги. То есть мы с дочкой, ну, как мы с дочкой, я собираю коллекцию таких вот книг с художников, которые можно полистать, почитать Мгм. какие-то факты из биографии и еще посмотреть картины. Я думаю, что это прям... У вас нет Шикарно. такой? Нет, О, это шикарно. значит, я Благодарю. угадал.
Вот это ваш подарок, который вы дарите зрителям. Расскажите, что это, и давайте придумаем задание, кто получит эту Я, книгу. кстати, уже придумала, наверное, задание Мгм. прямо здесь и сейчас. Как только вы принесли мне эту книгу, я подумала, что, может быть, зрители поделятся каким-нибудь своим упражнением по развитию памяти, по укреплению памяти, что-то, что они используют в своей жизни, и напишут об этом в комментарии для всех. Я думаю, что это будет полезно. Да, друзья, пишите в комментариях, получите расскажите, что это за книга. О, эта книга Самвела Гарибяна или Самвела Гарибяна, скорее всего, правильно так произнести. Дело в том, что это английский, без английского, это чудо-словарь, который построен по принципу мнемотехники. Этот словарь я покупала, ну, фактически у его семьи. Такого экземпляра уже вы нигде не найдете. Эксклюзив. Это, да, раритет последний, даже не знаю какого года. В общем, это человек, с которого, наверное, у меня все и началось. 2008 год. Но это не значит ничего. Во-первых, это абсолютно новая книга. Значит, это его метод, еще один вариант или интерпретация мнемотехники, которая позволяет запомнить 3500 английских слов. Вы там увидите смешные выражения, вы там увидите, наверное, какие-то, ну, прям жесткие выражения, но тем не менее мне будет любопытно узнать у того, кто этот словарь получит, м, помогло ли это, и что именно, например, ну или сколько получилось запомнить, скажем так. То есть это большей части как бы словарь. Вообще мнемотехника — это такая история, которая не обязательно нужно прям вот от и до всегда использовать. Она используется тогда, когда это необходимо. Когда вы понимаете, что ну, кратковременной памяти вы запомнить не можете, тогда можно прибегнуть к этому методу. Вот у него свой метод. Я была у него на лекции, к сожалению, его уже нет в живых. Вот, но это был первый, наверное, человек, который мне показал, что вообще возможно сделать с памятью при помощи просто знаний, владения такими инструментами, как мнемоника, мнемотехники и так далее. Спасибо большое. Друзья, результаты розыгрыша будут в телеграм-канале сообщества. Все ссылочки и на Диану, и на книги, которые упоминаю, тоже я ссылки добавляю. И спасибо большое за сегодняшнюю интересную беседу. У меня много выводов. А кейтеры, пожалуйста, попробуйте все задания сделать сами на время. Вы были на канале Элементалика с Таней Азаровой. Подписывайтесь и пишите свои впечатления.